что вот эта часть, вот она, лишняя, гораздо меньше, нежели на чертеже. Ну, примерно вот так это будет. Подогнать, чтобы все было красиво, хорошо прилегало и соответствовало чертежу. Здравствуйте, граждане стендовые моделисты, начинающие, продвинутые и профессионалы. Продолжается наша мыльная опера, а именно доработка ЛАЗа механика-водителя танка Т-26 в масштабе 1:35. Ну ничего не поделаешь, узел оказался сложным. И в прошлый раз мы остановились на том, что нам необходимо доработать створки этого самого ЛАЗа. Вот он перед вами, механика-водителя. Ну, давайте, так сказать, уберем все лишнее и посмотрим, как оно там получится. Поработали немного, перевернули. Продолжаем. Причем лучше это делать вот под таким углом. Да? Повернули. Чуть-чуть под углом другим. И опять работаем. Дальше. Полностью развернули заготовку. И таким же образом уголочком идем на зуб. На зубья. Повернули чуть-чуть. Главное, чтобы заготовка оставалась в площади напильника. Тогда съем будет равномерным. Ну да, хорошо. Обратите, пожалуйста, внимание, работаем восьмеркой, чтобы каждый угол, скажем так, сошлифовывался равномерно. Теперь переворачиваем. И опять восьмеркой. Это важно для равномерного снятия материала, скажем так. Наконец-то. Так, есть.
Створка, как говорится, полностью лысая, что нам и было нужно. Следующее. Ну, тут попроще, конечно. Та же восьмерка. Перевернули. И восьмеркой продолжаем. О, ну, гладенько, хорошо. Так, это есть. Будем примерять. Так, встала. Встала. Хорошо. Да? Да. Ага. Скользит. Сейчас аккуратненько нацарапаем. Ушло. Нет. Чтобы хотя бы понять, сколько... Во. Ну да. То есть вот так у нас, да? Ну, в общем, скользит. Понятно. Значит, где-то, а где где-то. Есть царапина. Ага. Хорошо. 2, ну давайте 2 пока миллиметра. О, вот штангенциркуль он у нас отметинку дал, да? Еще раз перепроверим. Ага, становится хорошо, да? Тихо. Тихо, тихо. Есть. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Нет, 2 миллиметра это у нас много, конечно. 2 миллиметра много. Возьмем 1,8. А ну-ка, а так. Вот 1,8 то, что надо. Ясно, хорошо. Так, это выяснили. Необходимо вот в этой части перед смыканием верхней и нижней створки, да, грубо говоря, так приложим, сделать утолщение. Какова толщина его, я не знаю, потому что информации нет. А вот если пересчитать 35-й масштаб, то ширина составляет 1,25 мм. Ну, давайте попробуем подклеить. У нас есть такой вот материал. Вот он. По толщине разберемся сейчас немножко. 0,44. О, да, это много. Это много. 0,3. 0,3. О, вот это уже более смотрится в масштабе. Хорошо. Давайте и будем резать. Сделаем 24. Пусть будет 24, да? Угу. В несколько проходов
нужно стараться за один раз отрезать. Ничего хорошего из этого не выйдет. Это откусить лишнее. Получилось 1,26. Ну так, господи, 1,25. Одна сотая это не проблема. Вы согласны со мной, да? 1/100 не проблема. Ну и прекрасно. Еще раз пытаемся примерить. А так хочет. Надо выше, да? Подвинем выше. Да елки-палки, залезь уже туда в конце концов. О, наконец-то. Так, крыша где? Что нам крыша скажет? Или я что-то путаю? А, не, все правильно, ну конечно. Все. У нас все правильно получается. Очень аккуратно прихватим. Толщение есть, да, говорите? Стало. А ну-ка. И что у нас получается? Что происходит? Да, ну конечно. Оно и не станет на место, вот это не пускает. Вот это вот выступ, который нужно отрезать, не пускает. Снимаем. Вот таким вот образом. Поступим просто. Главное ровно. Ровно. Вроде ровно. Ну, как по маслу. Угу. Мало отрезал. Теперь много. Переборщил. Ты, ё-моё, ну что такое? Да. Ну, бывает, что поделаешь. Где то, что отрезал? Иди сюда. Будем приклеивать обратно. Кино и немцы, ё-моё. Хоть ты, елки зеленые. Ну так много. Так много. Ну вот так, да. Погорячился, конечно, здорово. Ну, бывает. Ладно. Потом подшпаклюем, и все будет неплохо. Так, створкой нижнюю поставили. Чуть уже, что немножко распирает. Так будет, так будет нормально, да? Вроде да.
Отстегнем это. Отделим, вернее, да. Попробуем здесь поработать слегка. Ну, то есть, как вы можете видеть, подгонка идет. Точная подгонка, чтобы все стало как положено, на свои места. Иначе будет не очень хорошо, конечно. Допустим. А теперь у нас что? О, да? Да, вот теперь оно легло красиво, без перекоса, без ничего. О, прижалось, ну так. Подгонка. Самое главное — это разметка и подгонка. Допустим. Ну, в общем-то, неплохо сходится в общем. Все-таки это отстегнем обратно. Получается, что нам необходимо? Ну, вот так, допустим, да. Ну, то есть это срезать сейчас. То есть нам необходимо вот здесь срезать, а створку пустить выше. Вот тут нарастить ее, чтобы она легла поверх. Да. Нужно дорабатывать. Понятно. Хорошо, ладно, давайте мы доделаем нижнюю створку и потом уже возьмемся за верхнюю. Так примерно разобрались, что как к чему, да? Хорошо. Поехали дальше. Дальше необходимо такой уголочек сюда сделать и приклеить. Ну, собственно, размеров по чертежу. Размеры по чертежу снять сложно. Сейчас я покажу вам чертеж. Ага, чертеж. На чертеже он виден. Вот он у нас. Но, конечно же, размер его сложно замерить точно, потому что створка идет под углом. Однако в интернете можно найти добрых людей, которые замеряли оригинал. Мы будем уже ориентироваться по их замерам. Там получается 40-ка, ну то есть уголок 40 на 40 миллиметров. Будем использовать для этого медь. Такая вот есть красивая. Толщина которой составляет 0,1 миллиметра. Примерно вот здесь у нас, да. Где здесь отметим? Вот она. Где? Не там. Отметил. Но бывает, что поделать. Вот здесь правильно, да. Кладем линейку на ту часть, которую нам необходимо отделить, чтобы не было бортика. Ну, я уже рассказывал неоднократно в разных видео. Та же история. В несколько проходов. Есть. Есть. Половинку ищем. Есть.
теперь здесь. Аккуратно. И что мы видим? О, а мы видим тонкий, симпатичный уголочек. Сейчас посмотрим. Угу. Что-то многовато. Многовато. Ну да, он поменьше. Ну да. Вот, казалось бы, чуть-чуть совсем, вот чуть-чуть меньше, но уже смотрится лучше. Ладно. Давайте продолжим. Интернет-магазин для моделистов Hobby Link Japan работает по почте с 1995 года. Представляет на своих страницах 40 тысяч наименований, в том числе новинки, на которые можно оформить предзаказ. Интересным предложением магазина является услуга «Личный склад», которая предоставляет возможность хранить покупки и получить приобретенное одной посылкой. Отдельно может порадовать раздел масштабного моделирования, где представлен широкий список производителей моделей. Гражданская автомототехника, авиация, флот, бронетехника, военно-историческая миниатюра. И все это во всевозможных масштабах. Кроме вышеперечисленного, здесь можно найти краску, фототравление, декали, конверсионные наборы, инструмент и сопутствующую оснастку. Воспользуйтесь ссылками на страницы магазина в описании под видео. Заходите, выбирайте и приобретайте то, что вам нужно. Тем самым вы окажете помощь данному каналу Igmar TV Scale Models. Поступим по-другому. Все-таки пока оставим в покое нижнюю створку, потому что если приклеить уголочек к ней, то из-за манипуляций всяких можно его оторвать, он может пострадать. Поэтому пока в сторонке пусть полежит. Все это наше дело, так сказать. А мы займемся непосредственно верхней створкой. Вот она перед вами. Так, у нас створка проваливается немножко, да? Вот здесь вот. Это не очень хорошо, конечно. Угу. Ладно. Будем исправлять. Ливанем и поставим. Примеряем. Что делать? А то он и стендовый моделизм, да. Будем наращивать вот здесь сверху. Там чуть-чуть нужно совсем. Если что, потом подгоним.
Ну, не перебросить клея, конечно. Прижали. Прижали. Пока примерно так. Что наша крыша? Да, у нас еще одна проблема. Ха-ха-ха. Заключается она в том, что у нас косо стоит вот эта вот створка. Какого фига, я не знаю. И что примерно? Дальше будем подгонять вот крышу здесь убирать. Да, но для начала нужно подклеить же, да? Ну да, вот эту часть закрыть. Вон щелочка есть, нехорошая такая. Тогда возьмем вот потолще. О, это будет нормально, я думаю, да? Хорошо. Пусть сохнет пока. Все новинки здесь. Оформляйте предзаказ. Ссылка в описании под видео. Вроде подсохло, да? Хорошо. Я уже боюсь говорить это слово примерка уже. Хватает этой. Хватает. Хорошо. Тогда можем приступать к
опиливанию вот этой части. Поехали, что ли? Так, под углом небольшим нужно пилить, да, потому что у нас створка лежит вот под углом. Поэтому наклон от себя в данном случае. И поехали по чуть-чуть. Ну да. Теперь наклон на себя, как вы видите, потому что поменяли мы сторону. Ну, вроде как есть. Вроде как есть. Ну, может, еще чуть-чуть. Ну, ладно. Немножко поправим. Что нам будет нужно сделать? Подровнять вот эту кромку, продолжение детали J10. Вот она. Здесь нет такого хорошей ровной поверхности. И можете обратить внимание, что крыша, скажем так, ложится вот на эту самую деталь J10 под углом. То есть здесь скос под углом. Соответственно, был такой же скос сделан и на продолжении самодельно. Но из-за этого между створкой верхней и продолжением этой самой детали есть вот такой угол небольшой. Его нужно заполнить. То есть подклеить сюда кусочек пластика, и чтобы тут было 90 градусов. Вот так.
Ну, пока пусть подсохнет. Вроде подсохло, да? Ну, уже хорошо. Нехорошо. Палки-палки. Воспользуемся молекулярным клеем все-таки. О. Нормально. Поставим на место. Хорошо. Вернем биндер. Есть. Ну да. Угу. Ну так, ё-моё. Так. Ай. Так, в этой части нужно еще спилить крышу. Хорошо. Ага. О. Стало на место. Ты смотри. Ну, уже неплохо. Отпускаем. Отпускаем. Ладно. Ну, вроде как ничего так. Более-менее. Конечно, подгонка еще нужна. Но общая картина уже вырисовывается. Что дальше? А дальше нам необходимо выяснить, почему перекос. Вот он есть. Видите? Эта сторона выше, эта сторона чуть ниже. Потом вырезать смотровую щель механика-водителя на верхней створке. Потом вернуть обратно, вернее, как поставить на место уголок из меди, который мы сделали. Ну и самый сложный момент – это изготовить петли для этих самых створок. Ладно, давайте будем пробовать.